Танки Classic, самая актуальная обстановка по проекту и последние новости игры. С момента прошлого видеоблога, где Орех посвящал нас процесс разработки, где он рассказывал, над чем работают разработчики, что нам ожидать от проекта, прошло больше месяца. Для тех, кто не знал, что там нам рассказали, Орех анонсировал Vibe, рассказал про проблемы, с которыми столкнулись разработчики, которые застопорили развитие проекта, насчитал около 80 багов, над которыми работают разработчики, рассказал о том, что разработчики поняли, что игроки не хотят играть, когда их аккаунты обнуляют, ну и рассказал, что будет ближайший Vibe, мега крутой, необычный, где у всех будут высокие званки, куча кристаллов и еще какой-то сюрприз, который нас ожидает. Я предполагаю, что это будет введение гранат в классику на этот вот Vibe. Ну, естественно, это все было без сроков сказано. В этом видео мы все это дело обсудим. Помимо всего прочего, еще появилась новая информация от Ореха о некоторых изменениях в классике. Тоже мы сейчас все это разберем, и в классике, возможно, и в дальнейшем будут происходить и другие изменения, которых раньше не планировалось. А в конце ролика обсудим, почему так долго разрабатывается классика, ведь ходит очень много слухов, что там происходит с разработкой, о которых никто не рассказывает. Сразу, друзья, попрошу вас поставить лайк на это видео, обязательно лайк прожимайте, на канал подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Ставьте лучший тег создателя контента ник 10 в настройках вашего аккаунта в Tank Online. Участвуйте в розыгрыше по тегу, который будет уже 10 июля. Если вдруг вы этот ролик смотрите 10 июля, заглядывайте на стрим, чтобы не пропустить момент, если вы вдруг победите. В описании ссылочка на розыгрыш для участия есть, обязательно участвуйте. Так, ну давайте начнем с того, что происходит в классике сейчас. Как видите, ни одной битвы нет, то есть уже даже вот мультоводы, кто мультов у нас закидывают, перестали создавать битвы. Сразу проверим ползуночек, работают ли званки, корректно поменяли ли тут баги вот эти все. Создаем. Так, ну вот сейчас нормально битва создалась, но это я протягивал аккуратненько. А если я буду действовать неаккуратно, вот прям по полной программе протяну сейчас. Так. И здесь, да, вот здесь все-таки этот момент до сих пор у нас не починили. Также давайте проверим ту самую новую карту, которую добавил Орех. Как она там называлась? Гонка головокрутов, точно, вот так она называлась. Запускаем, и нет, она у нас так и не запускается, к сожалению. Ну, в общем, тут без изменений. Давайте еще какую-нибудь создадим, допустим, вот ДМ-ка. Вот здесь так более-менее звонки создались, но опять же не точь-в-точь, как я поставил. Ладно, ну, в общем, такая, друзья, обстановка, ну, то есть без изменений игроки не играют, потому что никто не хочет играть, зная, что их аккаунты сбросят. Что касается чата, я сейчас вот проверил, как видите, в сети ли вообще Орех. Удалось мне ему написать, и он в сети. Если бы он был не в сети, было бы сообщение, что этот игрок сейчас не в сети, и нельзя было бы ему написать. Орех в сети. Спросил я у него, над чем сейчас работают. Возможно, он в течение дня тут ответит. Если повезет, то это попадет на видео. Если нет, то уже в комментариях под этим роликом я напишу, ответил ли Орех или нет. Ну вот, даже если рассмотреть тут, да, ежедневные задания, лимиты вот эти вот все ежедневные, да, не установлены, ничего тут не поменялось, цифры те же, заданки как заданки, особые миссии как особые миссии, челлендж тоже без изменений, как и был. Что касается гаража, тут давайте тоже мельком глянем. Гараж у нас все так же, вот версия у нас, да, до ребаланса, корпуса вот доступны по званиям, как это было до ребаланса, все тут без изменений. То есть, да, вот какие-то небольшие баги с прокручиванием есть, конечно, видите, вот ползунок до конца не прокрутился, хотя я все до конца прокрутил, все корпуса. Так, с пушками такой прикол нормально работает, защита тоже чуть вот этот ползунок, да, багованный, с красками ползунок куда-то уходит вообще за грани игры. Так, ну остальное вот тоже тут все без изменений. Ну это так, мы быстро глянули, давайте теперь зайдем в битву какую-нибудь, допустим, это будет пустыня. Давайте зайдем, покатаемся, посмотрим, что-то там поменялось, не поменялось в интерфейсе, во всем остальном. Сразу же визуально видно, что индикаторы нарки, фонда битвы, иконка заряжания овердрайва, все точно так же осталось, как и было. Вот, при активации нары такие же иконки тоже все без изменений. Но я думаю, что тут, в принципе, ничего нового-то и ожидать не стоит. Эффект выстрела рельсы так и не доделали, как там в комментариях шутят. Самая тяжелая, да, разработка, многомиллиардная. Столько бюджета выделили, не могут никак за полгода, даже уже больше, сделать этот самый сложный эффект выстрела рельсы. Так, ну, здесь понятно, в общем, да? Давайте теперь проверим в режиме захват флага, но вдруг там флаги поменялись. Захват флага, ну, давайте что-нибудь тоже такое вот классическое создадим, нестандартное для танков онлайн, например. А давайте овраг создадим. Пусть будет, допустим, это овраг, сетевка. Проверим заодно вот количество времени, будет ли правильно все отображаться. Давайте поставим вот так вот 150
минут, 15 флагов, максимально игроков давайте 2 сделаем. Битва закрытая. А вот смотрите, при нажимании на закрытую битву у меня карта сбрасывается. Орех, если вдруг смотришь, что вот этот баг присутствует, но я думаю, что вы и так в курсе про этот баг. Вы же насчитали там 80 багов, я думаю, это один из них. Так, мы хотели овраг. Да, конечно, увеличить бы еще вот этот вот список битв, который вот я листаю, а то тут неудобно в маленьком окошке искать. Хотелось бы видеть его подлиннее. Так, давайте овраг. Создаем еще раз CTF-ка. Не буду я там ничего нажимать тогда лишнего. 15 флагов, чтобы ничего не сбросилось. И проверим тоже, давайте название битвы. Тест. Тест, ну да, тест как тест создается. Заходим. Ну, уже издалека я вижу, что флаги вроде как не изменились. Но они вот присутствуют в танках онлайн. То есть флаги у нас как в танках онлайн, так и в танке классики. Они идентичные. Что касается времени, 15 минут я поставил, все верно. Все верно, 15 минут также у нас тут и в фонде битвы там отображается. Давайте один флажок доставим. Вообще, что можно еще-то посмотреть? Ну вот что я еще заметил, когда у меня, допустим, камера направлена сюда, и когда я нажимаю Tab, у меня, если, допустим, я смотрю вот в эту точку, да, и нажимаю Tab, Tab меня пытается выровнять. Вот, допустим, резко назад поворачиваюсь, Tab меня центрирует по пушке, так я понимаю, куда смотрит пушка. То есть, если мы сделаем вот так, то Tab меня обратно возвращает. Не знаю, зачем такое добавили, но оно добавлено. Ну и что касается вот этих надписей, оповещения о доставке флага, оно какое-то тоже, так сказать, из танков онлайн присутствует. Не самое красивое. Ну, еще флажок доставим. Ну, по обстановке в битве что-то такое, друзья, гусеницы не крутятся. Ну и давайте рассмотрим следующие интересные темы. Сейчас по-быстрому, а то ролик уже затягивается. Хотел я поменьше немного его сделать. Давайте для антуража установим какой-нибудь Legacy скин, чтобы у нас в гараже Legacy отображался, например, вот Диктатор Legacy. Или Hornet, давайте, вот Hornet Legacy. Вот необычный такой, необычное сочетание, пусть будет Hornet Legacy. Что касается обновления. Вот недавно заходил я тоже в классику, проверял тут, есть ли орех в чате, нет ли ореха в чате. И орех писал о том, что он пересмотрел комплекты, систему комплектов. Насколько вам известно и нам всем, комплекты в классике не планировались. Ну а теперь орех свое мнение поменял. Если я скриншот этот не потерял, я его, конечно, прикреплю сюда в ролик. Можете почитать, что там орех про комплекты писал. Но вкратце, как я понял, он хочет вести все-таки комплекты. Он передумал, что вот их быть не должно. Все-таки это такой ностальгический момент, который был когда-то в классике. Но, естественно, они будут видоизменены. Не будет там некоторых приколюх. Они не будут доступны на звонку раньше, там, да. Не будут стоить дешевле, то есть там не будет скидок никаких. Они просто будут добавлены ради того, что они будут добавлены, да, ради ностальгии. Как думаете, нормальная такая тема? Ну, я думаю, ну пусть будет, почему нет. И вот после этого момента, связанного с изменением, да, вот решения по добавлению комплектов, я подумал, а что если roadmap тоже может поменяться после этого? Кстати, что касается roadmap, он все так же стоит на эффекте рельса, никак его разработчики не добавят. Вот, и возможно, какие-то моменты, которые присутствуют в roadmap, тоже будут изменены, раз у нас с комплектами такое происходит. Ну что может поменяться? Могут какие-то голосования убрать, могут пересмотреть пушки Гаусс или Страйкер, могут и то вообще оставить. Спустя некоторое время, да, у разработчиков тоже мнение меняется по поводу всего этого дела, и возможно какие-то пункты вот в голосованиях, другие пункты могут претерпеть изменения. Ведь у разработчиков вот при такой долгой разработке приоритеты тоже вот меняются. Мы сейчас к этому перейдем, почему игра так долго разрабатывается. Ну, Орех сам про это говорил, да, что вот с какими трудностями они сталкивались. Это с тем же бэкэндом, который они долго разрабатывали, с той же синхронизацией серверов танков онлайн, танков классик. Да, вот это вот самая для них сложная оказалась задача, которую они не ожидали, что она будет такая вот трудная. Ну, из этого и вытекает вот вопрос, да, вот почему так долго, когда игра выйдет, и вот все остальные самые насущие вопросы, ну, почему так долго, я уже рассказал, да, что разработчики столкнулись по официальной версии с проблемами синхронизации серверов танков онлайн, танков классик. Они же хотят, чтобы обновление можно было выпускать одновременно и там, как это было с Туманом в
танках онлайн и в танках классик. И вот сейчас они якобы над этим вот активно работают. Что касается спецпредложений, когда выйдет игра, ну просто единственная зацепка, когда выйдет игра, вот находится в продажах спецпредложений. На момент записи этого ролика 22 дня остается до конца этих продаж. Ну и получается, спецпредложение по раннему доступу закончит свою продажу 31 июля-1 августа плюс-минус. Ну то есть в августе уже они не будут продаваться, если их не продлят. А если их не будут продлевать и тут какой-то срок в этом заложен, есть какая-то мысль, то в августе будет долгожданный вайп, который мы все ожидаем. То есть про выход игры пока рано говорить, но вот мы все ждем вайп, чтобы началась новая эпоха тестирования, новый хайп по классике, и это ожидается в августе, судя по срокам продаж спецпредложений. Хотя, зная вот Ореха, да, и разработчиков, может быть и такое, что это вообще ничего не значит. И вот сейчас переходим к еще одному интересному моменту, суть которого заключается в том, что людям кажется, что разработчики как будто ничего не делают. Ведь у нас есть один факт неопровержимый, что танки онлайн находятся в приоритете в разработке, а танки классик стоит на втором плане. Учитывая все вот, да, сроки разработки, начало продаж раннего доступа, начало вообще разработки классики, кто не помнит, у нас продажи раннего доступа начались в апреле 2025 года, и, как выяснилось, активная фаза разработки тоже началась только после начала продаж раннего доступа, то есть игроки поддержали проект деньгами, причем, по словам Ореха, как там вы помните, нехилыми деньгами, очень хорошая поддержка была игроков, где Орех писал, что этого хватит не просто на тестирование, а на массовое закрытое тестирование классики. Вот, и спустя вот уже сколько? Больше года прошло с того момента. Последние крупные какие-то обновления у нас были то ли в январе, то ли в феврале, когда еще народ на тесте сидел, да, когда был онлайн здесь. После этого началась тишина. И у людей складывается впечатление, что Орех один разрабатывает классику. Есть легенда, что и ранний доступ, вот все эти спецухи он один собирал, что у них там с руководством была договоренность, что, ну, хочешь делать классику, ну, делай, только вот сам. Все сам, и они согласны были, он тоже согласился. И вот этот бюджет пошел только на Ореха и на собственников проекта. То есть никаких дополнительных разработчиков, тут, да, усиленной разработки никто и не планировал изначально. Но опять же, это вот предположение, только вот судя по тому, что сейчас происходит. Что активная игра не разрабатывается, складывается впечатление, что Орех один ее делает. Многие уже про это в комментариях писали. Возможно, Орех, он перегорел. Возможно, у него не остается просто сил после основных новых танков на разработку проекта классики. Если действительно такие трудности присутствуют, что Орех, допустим, один не вывозит, да, из этого логичный вывод: нужно нанять еще разработчиков, которые бы сами разрабатывали без Ореха, помогали бы Ореху. Но этого мы не видим. То есть никто никаких там новых разработчиков не нанимает. Это вот еще одно подтверждение теории о том, что Орех сам все это разрабатывает и не хочет никого сюда привлекать. И получается так, что да, разработка идет по принципу: захотел разработчик, поработал, не захотел, не поработал. Люди также вот строят и теории заговора, что проект заморозили, разработка отменилась, разработка стоит. На это Орех ответил официально, что разработка продолжается, она идет. И вот логичный вопрос: а над чем сейчас работают разработчики? Над чем идет работа? Кстати, в чате Орех так мне и не ответил. Я к чему вообще все это веду? К тому, что вот люди, вот, которые поддержали, да, проект классику, им, конечно, это неприятно видеть. Они вот поддержали проект деньгами, и сейчас вот опять же по наблюдениям просто так кажется, на ожидающих игроков просто подзабили. Игроки ждут, игроки поддерживают проект, они уже поддержали проект. Ну и все хотят знать, что происходит с проектом, правдивы ли вот эти теории, что Орех один не вывозит. Хочется игрокам побольше новостей про классику, что с ней происходит. Ну и тоже по поводу сроков, вот как Орех любит говорить, что он не отвечает на вопрос когда. Люди хотят знать хотя бы примерные сроки. Если, допустим, они перенесутся, но назовите новые сроки, чтобы они всегда были на виду у игроков. Ну, естественно, чтобы игроки знали про все настоящие проблемы, которые вот в классике сейчас присутствуют. Ведь если это действительно правда, что проблема только лишь в том, что Орех один не успевает все это делать, у нас же есть куча энтузиастов, которые могут за бесплатно помочь. Тот же вот Гадкий Я, вспомним, да, который уже кучу просто там доработок визуальных в классику внес, и легаси карты, и легаси скины, все эффекты выстрелов, оповещения, интерфейс, иконки нарки и так далее. Можно же тоже как-то вот такие
каких людей привлечь в помощь к разработке. Но пока мы этого не видим, и разработка тянется и тянется, а релиз игры даже вот и не видно на горизонте. Даже не видно, что и в следующем году игра выйдет. В общем, вот так вот все странно с разработкой происходит. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Может быть, если Орех это видео посмотрел, тоже в комментариях воодушевит всех тех, кто классику ждет, кто проект поддерживал, и объяснит, что нам ждать дальше и над чем работают разработчики сейчас. Не забывайте ставить лучший тег создателя контента ник 10 настройка вашего аккаунта в Танках Онлайн. Участвуйте в розыгрыше, по тегу есть ссылочка в описании. Ставьте огромный лайк на это видео, друзья, на канал подписывайтесь, если еще не подписаны. Заглядывайте на стримы на канале, проверяйте, не идет ли прямо сейчас стрим на канале. Там отвечаем на все вопросы, и в том числе и по классике. Также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании. Там заранее выходят все анонсы, новости, там есть общий чат для общения. Тоже, кому интересно, переходите по ссылке в описании. Ну, такая, друзья, у нас обстановка с танками Classic сейчас. Надеемся, проект будет разрабатываться быстрее. А я всех благодарю за просмотр.